Такую вкуснятину из кабачков я еще не готовила. Скорее сохраняйте рецептик. Это вкуснее, чем пицца. Выглядит блюдо очень аппетитно, и в таком виде кабачки понравятся даже детям. Для приготовления я буду использовать один красивый кабачок. Кабачок можно использовать любого сорта, как цукини, так и обычный зелененький кабачок. Разрежу кабачок на 2 половинки и каждую половину еще на 2 половинки и порежу на тонкие дольки. Одну морковку среднего размера порежу на кольца и каждое кольцо поделю на тонкие стружки. Одну луковицу среднего размера я измельчу на мелкие кубики. Один болгарский перец оранжевого или красного цвета я режу на половинки и освобождаю от семян и плодоножки. Режу перец на дольки и каждую дольку на тонкие стружки. В глубокую чашку разбиваю 2 яйца. Добавляю пол чайной ложки соли, чайную ложку прованских трав и хорошо взбиваю. Добавлю немного разрыхлителя, столовую ложку сметаны или майонеза и 4 столовых ложки муки. Перемешиваю все ингредиенты до однородного состояния. Наша ароматная заливка готова. На разогретую сковородку наливаю 2 столовых ложки растительного масла. Обжариваю 2 минутки лук. Добавляю морковочку. Жарю еще пару минуточек на небольшом огне. Добавляю яркий красивый болгарский перчик. Перемешиваю и обжариваю еще пару минут. Добавляю немного соли по вкусу, черный перчик и выкладываю кабачки, нарезанные тонкими ломтиками. Хорошенько перемешиваю. Добавлю пол чайной ложки сладкой паприки и пол чайной ложки куркумы для яркого насыщенного цвета и пользы. Перемешиваю овощи со специями и жарю еще 1 минутку. Убираю овощи с огня и выкладываю их на поднос для запекания. Это может быть обычный противень для духовки, застеленный пергаментом, или специальная невысокая форма. Распределяю овощи в форме коржа для пиццы толщиной 1-2 см. Уплотняю, чтобы высота коржа была равномерная. Выливаю яичную смесь сверху овощей и равномерно распределяю заливку. Отправляю кабачки в духовку на 25 минут при температуре 190 градусов. 100 граммов сыра моцарелла натру на крупной терке. Мелко порежу несколько веточек свежей петрушки. Это может быть также укроп или зеленый лук. Достаю тонкий овощной пирог из духовки, посыпаю свежей рубленой зеленью.
распределяю. И добавляю сыр моцарелла. Ставлю в духовку еще на 5-7 минут при температуре 190 градусов или пока сыр не расплавится и подрумянится. Этот замечательный тонкий пирог с кабачками выглядит просто превосходно, словно овощная яркая летняя пицца, в которой практически нет калорий, а пользы просто невероятно много. Режу на порционные кусочки и выкладываю на блюдо для подачи. В таком виде кабачки можно кушать как закуску или как самостоятельное блюдо на обед или ужин. Овощной корж получается мягкий, эластичный, сочный, с нежной сырной корочкой. А как же вкусно пахнет! В таком виде кабачки понравятся даже детям. Ставьте лайк, если вам рецептик понравился. Смотрите наше следующее видео. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных домашних рецептов.